Друзья, а сегодня я поделюсь с вами скрытыми приемами, которые помогут вам разнообразить ваши ритмы. Конечно же, по традиции подписывайся, ставь лайк и помчали. Итак, первый прием, который я вам покажу, он подходит для создания каких-то ритмических движений, для создания перкуссий, и можете экспериментировать чего угодно, по сути. Вот. Для этого нам понадобится просто обычный луп. Он нам нужен просто для ориентира, чтобы нам сохранять как бы понимание, где какие доли относительно вот этой перкуссии, которую мы будем делать. А для перкуссии, по сути, нам нужно загрузить в симплер наш луп, который мы хотим использовать. Это могут быть какие-то барабаны, перкуссия, все что угодно на самом деле. Мы просто загружаем, выбираем режим слайс. Это могут быть транзиенты. Вы можете экспериментировать с параметрами, с настройками и получать разные результаты. Но у меня сейчас по умолчанию стоят транзиенты, то есть у меня помечен каждый удар. То есть каждому удару присваивается какое-то MIDI-значение. Итак, и чтобы не набивать это все вручную и получить какие-то, может быть, неожиданные результаты, интересные, в этой технике я применяю MIDI-плагины, встроенные в Ableton. Вот. Итак, давайте послушаем. Здесь у меня ничего особенного нет, это просто какие-то MIDI-нотки. То есть давайте я просто включу. Ну, то есть это какие-то редкие отдельные удары. Итак, сначала я поставил MIDI-эффект chord. Первую ручку я оставил по умолчанию, вторую ручку я на +7, и третью, соответственно, на +12. И как бы мы получаем аккорд вместо одной ноты. Для чего это нужно? Это дает нам больше вариативности. То есть, если я его включу, он уже будет затрагивать другие нотки. Вот. Дальше я использую арпеджиатор. В принципе, по-моему... здесь я сменил на рандом. Ну, вы можете тоже поэкспериментировать, на самом деле, с настройками. Арпеджиатор я использую для создания движения, чтобы у меня не одиночные удары были, а в данном случае вот 16-е. Вот. Опять же, можете выбирать разные настройки, посмотреть. Для придания рандомности я использую MIDI-эффект Random, что логично. Chance у меня выкручен на 100, это значит, насколько вероятность срабатывания этого эффекта. То есть у меня на 100% стоит. Choices — это, ну, скажем так, некий спред, который вы можете дать плагину. То есть насколько широко будут разбрасываться эти ноты. Scale тоже примерно, он двигает, по-моему, на октавы. То есть он начинает другие октавы затрагивать. Это так в двух словах. Можете почитать, посмотреть об этом подробнее. Я включаю random, вот без него. То есть без него у меня на одном ударе очень много повторений. А когда я включаю random, он начинает их разбрасывать. Окей, дальше, чтобы изменить ноты, которые будут срабатывать, я использую scale. Просто давайте послушаем, что это дает. Мы можем это услышать, на самом деле, когда я буду менять сами лады. То
То есть он начинает затрагивать разные MIDI-нотки и, соответственно, разные удары. То есть вы можете просто выбрать то, что вам на слух больше нравится. Может, где-то интенсивность барабанов больше, где-то. То есть это все зависит еще от вашего лупа, который вы будете использовать. Ну, давайте, не знаю, оставим любой. Вот. Дальше я использовал встроенный плагин MPE Control. Это не обязательно делать, но я тут покрутил несколько параметров. В принципе, мне понравился, я решил оставить. То есть у меня нету какого-то MPE-контроллера, это просто ну, мы можем автоматизировать какие-то параметры. Ну, послушаем, что он дает. В принципе, можно автоматизировать pitch, почему нет, для придания некой интересности. Э, Pressure, они у меня статичные, типа давление, что ли, вот так вот увеличивается, как атака немножко, насколько я могу слышать. Слайд. В общем, тоже, в принципе, это не обязательно, но можно даже без автоматизации, просто включением-выключением можно добиться каких-то прикольных таких переходов. Для сохранения свежести взгляда ритмического нашего мы включим вместе с статичным лупом. Опять же, это все можно настраивать, можно вынести ручки какие-то, допустим, менять пульсацию. Прикрепляем наш рейд к макрокнобу. И здесь мы можем, например, инвертировать значения, мы можем задать какие-то границы, например, минимальное значение у меня будет 8, максимальное, допустим, 32. То есть при необходимости можете автоматизировать это и получать какие-то тоже интересные эффекты. Давайте поищем какой-то другой луп, просто закинем сверху и посмотрим, как это будет работать. Ну, я думаю, идею вы поняли. Остается только повторить эту цепочку. Можете добавить что-то от себя, что только приветствуется. И меняйте звуки, меняйте лупы, пробуйте, экспериментируйте. Я надеюсь, вам эта техника поможет. А мы двигаемся дальше. Друзья, следующая возможность поэкспериментировать с ритмом заключается в следующем подходе. Мы берем любой луп, который нам нравится. Допустим, я выбрал этот. Ну, слегка, совсем чуть-чуть
так двину, чтобы не опаздывали удары. Что-то вот здесь. Так, если возникает вот такая ситуация, мы ставим метку или находим транзиент. Транзиент вот такой треугольничек. Вот видите, он сразу стремится меточку поставить. Если такая ситуация возникла, смещение, как у нас сейчас, я просто кликаю правой кнопкой Set 111 here. У меня получается начало отсюда. Ну, то есть это не обязательно делать, конечно, это живые барабаны. Ну, смотрите, это тоже от задачи зависит. Окей, чтобы зафиксировать вот эти наши маркеры, мы можем зафризить просто. Еще раз правой кнопкой мыши. Flatten track. Да, и если вы не хотите, чтобы он вот так вот повторился, сейчас откатимся назад. Вот здесь нужно отключить луп. И когда мы все это проделаем еще раз, у нас не будет добавляться, дублироваться. Окей, мы выбрали луп. Дальше мы правой кнопкой мыши кликаем и выбираем Slice to New MIDI Track. Здесь мы оставляем 1/4. Хотя можете поэкспериментировать с нарезкой. Но я сейчас оставлю 1/4. То есть он будет по четвертям нам нарезать. Окей. Так, получается, он нам сделал это все в сэмплере. И здесь у нас вот в зонах есть все эти кусочки. И он сразу же создает нам по умолчанию MIDI-клип. Так, почему? Такое происходит вот затыкание, потому что у меня тут сустейн убран. Теперь, что мы с этим можем сделать? Поскольку у нас каждый кусочек имеет фиксированное начало, как вы видите, и концовку, естественно. И он не в сэмплере нету варпинга, и поэтому при изменении темпа вот этот фрагмент, он остается неизменным. Но если мы меняем темп, все это дело начинает чудесным образом задвигаться. Пример, насколько двигать темп. Это можно делать на слух, и каждый раз вы будете получать какие-то разные результаты. Крутить лучше, наверное, наверх, потому что ускорение темпа, эти кусочки, их сдвигает вместе. У вас не будет гэпов, у вас не будет каких-то пауз. Когда вы смещаете вниз, вы также можете, конечно, получать интересные результаты, но у вас будут гэпы возникать. В принципе, я думаю, это можно тоже решать вопрос раздвижением концовок, увеличением. То есть тоже вы можете сами поэкспериментировать с этим. Давайте посмотрим на практике, о чем я говорю. Так, я сделаю один такт цикл. То есть мы уже переходим в какую-то триольную пульсацию.
То есть вот вы можете покрутить темп. Примерно я как ориентировался, что я прибавлял примерно на 25%, и это создавало какой-то более-менее прикольный эффект. Потом на 50, потом на 75, на 100. То есть можете сами покрутить. Какие-то есть, конечно же, промежуточные значения, которые тоже дают интересные результаты. Вы можете просто тоже зафризить или сделать ресэмплинг. Ресэмплинг, когда вы включаете ресэмплинг, Ableton пишет все, что слышит, все, что в нем происходит, на одну дорожку. Так, у нас со второй доли началось. То есть дальше вы можете производить любые другие манипуляции с этим лупом. Вы можете, опять же, нарезать или все что угодно. Замедлить его, ускорить. Я вам дал направление, а дальше обязательно поэкспериментируйте сами. Уверен, вы получите интересные результаты. А я надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое и сможете использовать это в своих грядущих проектах. Я с вами прощаюсь. Пока.